Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». Сегодняшний выпуск будет посвящен биографии создателя Ашихара карате Хидеюки Ашихары. Погнали! Хидеюки Ашихара, мастер карате, ученик Масутацу Оямы и основатель Ашихара карате. Хидеюки Ашихара родился 5 декабря 1944 года в префектуре Хиросима. Рос под присмотром бабушки и дедушки в маленькой деревне Номидё. С детства он был беспокойной душой и часто дрался. В возрасте 10 лет начал заниматься кендо. В 1960 году, когда Ашихаре было 15 лет, он направился в Токио и устроился работать на бензозаправочную станцию, где проработал около 6 лет. В сентябре 1961 года молодой человек начал активно заниматься карате и увлекаться штангой. Он тренировался в Тотсё Оямы, позже ставшим головным отделением Кёкусинкай. Ашихара очень упорно занимался, не пропуская ни одной тренировки. Его упорство и настойчивость были замечены, и 26 марта 1964 года он успешно сдал экзамен на сёдан, первый дан. В 1966 году Ашихара стал инструктором Кёкусинкай и должен был направиться в Бразилию для развития этого стиля карате в этой стране. Но этому не суждено было сбыться. Ашихара участвовал в драке и сильно покалечил 5 человек, напавших на него. Об этом инциденте полиция сообщила в головное отделение Кёкусинкай, и в течение 2 месяцев он был отстранен от занятий и инструкторской деятельности. Позже его послали развивать Кёкусинкай в Номуру, на остров Сикоку, в Южной Японии. После 3 месяцев он был отозван в Токио и получил новый шанс поехать в Бразилию. Но так как его работа в Номуре была признана успешной, ему разрешили продолжить развитие стиля в Южной Японии, и он вернулся обратно. Вскоре город Номура стал для Ашихары слишком маленьким, и он перебрался в соседний город Явата-Хама. Здесь он основал один из самых больших клубов в Японии. В этот период Ашихара разработал принцип сапаки – быстрое решение. В этой концепции карате были сформированы 3 основных пункта. Первый. Подготовка и использование 4 боевых позиций, представленных круговым символом Ашихара карате. Второе. Оценка и использование дистанции в бою. Третий. Максимальная подвижность и скорость выполнения боевых упражнений. Далее Ашихара продолжал распространение карате в Южной Японии. Он стал инструктировать полицейские академии и клубы во всей области. Были открыты новые клубы в Хиросиме, Осаке, Киото, Кобе, Наре, Сидзе и в других местах. В марте 1978 года началось строительство главного тотсё в городе Мацуяма. В 1979 году строительство было закончено, и начиная с 1980 года это здание является головным отделением и тотсё для Нико Ашихара Кайкан.
В это время Ашихара еще был связан с организацией Кёкусинкай. Но инструкторы в соседних районах жаловались на него в головное отделение Кёкусинкай, так как организация Ашихары слишком быстро развивалась и расширялась, мешая им работать. Чтобы избежать конфликтов в пределах Кёкусинкай, в марте 1978 года Ашихара вызвали в Токио и предложили оставить свои клубы и занять высокую должность в головном отделении Кёкусинкай. На это Ашихара ответил отрицательно, так как в течение многих лет развивал карате и открывал новые клубы не для того, чтобы в один миг все это оставить. Конфликт стал неразрешим, и Ашихара покинул организацию Кёкусинкай. Именно на этом фоне в сентябре 1980 года Хидеюки Ашихара создал новую международную организацию карате. В этой организации Ашихара смог продолжать разрабатывать его собственное карате, которое по имени своего создателя получило название Ашихара карате. Вскоре после основания Нико Ашихара стал планировать публикацию карате-книг по своей системе. Первая часть была издана в 1983 году. Позже были созданы 3 учебных видеофильма, которые используются и сейчас как методические пособия. В начале 90-х годов здоровье Ашихары ухудшилось, и он скончался 24 апреля 1995 года в возрасте 50 лет. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!